Проект «Система», дочерняя структура «Радио Свободы» и «Настоящего времени», опубликовал одну из самых ранних версий мирного договора, который российская сторона предлагала подписать Украине во время переговоров в Беларуси первых недель войны. Это интересная тема. Уже примерно года полтора существует нарратив, старательно поддерживаемый российской пропагандой. Мол, Зеленскому-то мир предлагали, и в Беларуси предлагали, и в Стамбуле, а он в припадке безумия отказался. Будто не Путин виноват, что войну начал, а Зеленский, что не согласился помириться. Нарратив этот довольно хорошо ложится на мировое общественное мнение. Люди устали от войны. Поэтому имеет смысл сегодня обо всем этом поговорить. Ведь, имея представление о том, что предлагал Путин в Беларуси, несложно догадаться, как в принципе выглядела его переговорная позиция с Украиной в начале войны. Но прежде чем начнем, напоминаю, что вы можете стать спонсорами моего канала прямо здесь на YouTube, нажав кнопку «Стать спонсором». У нас там закрытые чаты со мной, видео иногда смешные закулисные выкладываем и всякое такое. Присоединяйтесь, а мы начинаем. Честно говоря, все дискуссии что о стамбульских, что о белорусских переговорах марта 2022 года звучали супер сомнительно. Нет сомнений, что какие-то попытки завершить войну были, но что Путин собирался с кем-то реально договариваться, не представляется слишком уж реальным. Чтобы понять, почему, нужно вспомнить те дни. Война первого месяца совсем не то же самое, что война третьего года. Она не была мрачным фоном, к которому все привыкли. Весь март, вплоть до отвода войск из Киевской области, пропаганда вовсю захватывала столицу Украины. Действующая методичка не допускала вообще никакого иного развития событий, помимо военной победы с полной оккупацией и парадом на Крещатике. Путин в каждом своем выступлении то грозил миру ядерной войной, то уверял всех, что его специальная военная операция идет в полном соответствии с графиком и строго по плану. Это мы с вами видели разбитые колонны, сгоревшие танки, присыпанные снегом пластиковые доспехи росгвардейцев, допросы пленных. Для нас спустя неделю стало очевидно, война захлебывается. Но в тогдашних эфирах федеральных каналов не было ни намека, что это не приключение на 15 минут, а настоящая война. По телевизору не обсуждали, что Украина способна сопротивляться, что это вообще реальный противник, с которым можно вести переговоры, а не клочок земли, где сидят 300 американских наемников, которых вот-вот оттуда выкурят. Подвижки начались лишь в мае. Это уже было после отвода войск от Киева и после крейсера «Москва». Но по состоянию на март любой договор с Украиной, если он был не о вхождении страны в состав Российской Федерации, выглядел бы для Путина поражением. Замах был на Киев. Нельзя, чтобы в результате удара получилась лишь какая-то очередная бумажка, которую можно тут же выбросить в урну. Что бы ни было в ней написано, с точки зрения тех, кто в эту войну искренне поверил и всецело вложился, любой такой документ выглядел бы как договорняк. Повели наших пацанов на смерть за русский мир, за Кузькину мать всему НАТО, получили по рогам, сгоняли в Турцию и там, в перерыве между СПА и шведским столом, подмахнули стопку бумаги. Вот за это и повоевали. Тогда еще не было Z-телеграмма как единого явления, но глашатые войны были в большом количестве. И все они опасались именно такого развития событий. Что сейчас начальники там где-то пошушукаются, сторгуются и сдадут нас всех как стеклотару, выдав каждому покойнику по почетной грамоте за борьбу с фашизмом. Что подняли нас на что-то великое, а закончилось вот этим, новым договорничком. Невозможно представить себе такой текст мирного договора, который не превратил бы в горькое разочарование то милитаристское возбуждение, ради которого вся война и затевалась. 8 лет без конца говорить, что Украина это не государство, армия у нее не армия, власть не власть, а потом просто отползти из Украины побитой собакой, такой позор никакой бумажкой не прикроешь. Действия Путина в то время эту мысль явно иллюстрировали. Например, помните, кто возглавлял делегацию на переговорах в Беларуси? Владимир Мединский. На переговоры отправили ни премьера, ни министра обороны, ни главу одной из палат парламента, даже не федерального министра или мэра Москвы, или хоть губернатора хотя бы на худой конец. В момент, когда на фронте творилась натуральная преисподняя, а весь мир в ужасе переваривал кадры бомбежек мирных городов, делегацию на переговорах возглавило абсолютно пустое место. Человек, занимающий в системе место на ступень выше офисного кулера в администрации президента. Это даже не отказ от переговоров, это хуже. Это демонстративное унижение оппонентов, отрицание самой идеи, что Украина может быть стороной каких-либо переговоров. Можно было с тем же успехом своего массажиста прислать. Очень легко понять сомнения относительно так называемых переговоров в Стамбуле.
Кажется, что такие переговоры, если на них реально кто-то с кем-то собирался договариваться, противоречат всему, что мы видели глазами. Но странно выглядит, когда ты изо всех сил унижаешь оппонента, отрицаешь его субъектность и в то же время всерьез пытаешься договориться. Тем более странно, что переговоры эти даже никто не обсуждал, пока они шли. Никто о них не вспоминал ни в мае, ни летом, ни осенью. Только где-то спустя год войны эта тема стала активно муссироваться. Мол, Путин протягивал руку дружбы, а злой Зеленский по ней ударил. Было подозрение, что речь шла о классических переговорах имени Владимира Путина. О чем-то похожем на ультиматум НАТО накануне войны. Когда выдвигаются не просто невыполнимые, а оскорбительные требования, настолько вздорные, что даже торга не предполагают, а когда их естественным образом отвергают, другую сторону объявляют недоговороспособным агрессором, а Путин становится эдакой жертвой, которую в очередной раз надули и цинично обманули. Такие переговоры – это тактика гопника. Гопник не вырывает телефон из рук жертвы. Гопник убеждает жертву, что она перед ним в чем-то провинилась, нанесла немыслимое оскорбление, обманула его, на ногу наступила, в связи с чем должна ему по гроб жизни, как минимум отдать свое имущество прямо сейчас. Теперь мы знаем, что ровно так оно и было. Что речь шла тогда о таком договоре, который никогда не подписал бы глава никакого государства. Это были не переговоры ради мира, а переговоры ради бесконечной войны. Первый их параметр – сокращение украинской армии до 50 тысяч человек. Что такое 50 тысяч человек? Это отказ от армии в принципе. Если вычесть из 50 тысяч органы управления, части обеспечения, инженерные, автомобильные войска, вычесть чисто инфраструктурные части, то останется хорошо, если половина. Останется одна мотострелковая дивизия, плюс бригада ПВО, артиллерии, пара авиационных полков, и на этом вся армия закончилась бы. Одно из крупнейших европейских государств остается без вооруженных сил. Это значит, что искомый Киев за 3 дня в связи с этим условием мог произойти в любой момент по велению левой пятки Путина. Украина бы в полной мере окончательно утратила бы всякий суверенитет и превратилась бы в зависимую территорию. На этом пункте заканчивается любой разговор. Все дальнейшее – внеблоковый статус Украины, признание каких-то территорий – полная чепуха. Первый же параметр – это подготовка плацдарма для новой войны Путина, которая действительно была бы стремительной и победной. Такие требования можно выдвигать только в одном случае – если ты ни с кем и ни о чем не собираешься договариваться. Если эти переговоры тебе нужны для чего-то другого. Оправдаться перед собственными элитами, снизить мотивацию западных союзников, уравнять агрессора и жертву – неважно. Важно, что ты заведомо не ждешь, что оппонент это подпишет. Мы много раз обсуждали объективные обстоятельства, которые мотивируют Путина воевать бесконечно. Не будем повторяться, но скажем об одном субъективном обстоятельстве, которое не нужно недооценивать. Сейчас скажем, сначала небольшая реклама. Сегодня карта зарубежного банка не излишество, а необходимость. Если вы пользуетесь иностранными сервисами или планируете поехать за границу, вам понадобится карта, которую можно будет пополнять из России. Если вы фрилансер и планируете выйти на международный рынок, вам понадобится счет в зарубежном банке для того, чтобы получать ваш гонорар. Сервис Visa Tut One поможет вам открыть банковский счет в казахстанском, турецком, киргизском или армянском банке удаленно и оформить карты Visa и MasterCard. С помощью этих карт вы сможете совершать международные платежи, бронировать отели, оплачивать онлайн-сервисы. Сможете подключить их к Google и Apple Pay. Головной офис компании находится в Казахстане, но карты доставляют также по всей России. Причем рабочую карту иностранного банка вы получите всего за 1-3 дня по цене значительно меньшей, чем поездка в другую страну для открытия счета. Сервис Visa Tut One не просто оформит вам карту, но еще и даст подробные инструкции на всех этапах открытия счета. И даже после получения карты Visa Tut One будет на связи, и вы всегда сможете обратиться в поддержку сервиса. Так что, если вы решили оформить карту зарубежного банка, переходите по ссылке в описании и читайте про условия. Там много разных вариантов. По цене, по способам пополнения, по используемой валюте. Можно подобрать карту под свои задачи, а с промокодом CATS будет дополнительный бонус – скидка в 5%. Продолжим. Это обстоятельство, с одной стороны, лежит на поверхности, но с другой в него очень сложно поверить. Путину и его ближнему кругу просто стало очень интересно жить. 20 с лишним лет эти пожилые люди, вышедшие из советских коммуналок, первую половину жизни мечтавшие раздобыть приличные ботинки и пальто,
были заняты исключительно набиванием собственных карманов. Они банально наедались за 5 предыдущих поколений, за каждую минуту, проведенную в очереди за ливерной колбасой. Какую бы геополитику они себе не воображали, но совершенно очевидно, что 9/10 их времени, усилий и интеллектуального ресурса было направлено на то, чтобы построить еще один кричащий вульгарный особняк или купить яхту длиннее прежней. По телевизору они, конечно, рассказывали, что смысл жизни – умереть как праведник, по пути обратив США в ядерный пепел. Но это только для внутреннего потребления. Внешний мир Киселева не смотрит и вообще крайне мало обращал внимания на сам факт существования кремлевских старцев. Нефтью с газом торгуют исправно, ну и дай им бог здоровья. С точки зрения остального мира, Путин и его окружение – это провинциальные жулики, захватившие власть. Считалось, будто с ними всегда можно договориться по бабкам, потому что бабки – единственное, что их на самом деле интересует. Относились как к вождям какого-то племени, которые своим подданным каждый день рассказывают о белых варварах, но отдадут что угодно за стеклянные бусы. С этой войной все изменилось. Теперь российские власти в центре внимания и вообще всей мировой политики. Теперь в любом западном издании фамилия Путин упоминается чаще за неделю, чем в прежние времена за год. Выборы в Европе или США, Путин там всегда незримо присутствует. Он тема наравне с налогами, миграцией и социальными программами. Теперь все политики западного мира стали делиться еще и по этому параметру. Социалисты, консерваторы и путинисты. Все пытаются угадать дальнейшие шаги кремлевских старцев. Хватаются за голову от союза с Северной Кореей. Гадают, сколько солдат, снарядов и ракет Ким Путину пришлет. В самых лучших западных СМИ выходят материалы, где лучшие умы пытаются понять, как у Путина и его приснах нейроны в башке замыкаются, и чего вообще от них ждать. Подписчики Вашингтон-Пост уже весь Совет Безопасности по именам знают. Бессмысленное пожилое жулье, захватившее власть, а теперь они стали мировыми суперзвездами. Жизнь из унылой и вязкой рутины – пенсии, зарплаты, цены, ЖКХ, какое-то вечное недовольство со всех сторон. Кто за честные выборы протестует, кто против мусорной свалки. Такая жизнь вдруг обернулась увлекательной игрой. Танки сюда, дроны туда, ракеты летают, взрывы взрываются, каждый день что-то новенькое. 20 лет ты ждал, пока достроят хоккейный стадион при дворце твоем, выслушивая какую-то очередную пенсионерку на прямой линии, с очередным ее аварийным подъездом, который, будь бы он не ладен. А теперь можно дивизии по карте двигать. Никаких больше прорванных труб, ноющих пенсионеров, протестующей молодежи. Только игра в судьбы мира. Боевик с полным погружением. Есть масса объективных факторов, почему окончание войны для Путина огромный риск. Но надо помнить, что в таких режимах, как наш, где все решения принимаются в одной голове, объективные факторы не всегда имеют ключевое значение. Если из этой войны вычесть моменты, когда Путин мощно и больно получал по хлебалу, во время контрнаступления в Харьковской области или во время мятежа Пригожина, в каждом его публичном выступлении видно явное наслаждение всем происходящим. Путину прям нравится говорить о войне. В любом ее изводе. Фантазирует ли он о фронтовых успехах, говорит ли с матерями погибших, осматривает ли технику. Всякий раз его прям прет, ему всегда весело. А еще веселее, что можно теперь только об этом и говорить. Ну представьте себе, случись теракт в Крокусе до войны. Все бы только это и обсуждали, как обделались спецслужбы там. Все бы только и считали цифры погибших, пришлось бы отвечать на вопросы. На минуточку, в теракте в Крокусе погибло больше людей, чем в теракте в Нордосте, по официальным данным. А теперь, будто проблем внутри российских границ вовсе не существует. Теракты, коммунальные аварии, лесные пожары, рост цен, исчезновение сливочного масла – этого всего нет. 1000 тонн боеприпасов могут разом взлететь на воздух и разнести всю округу. И это будет новость уровня районного паблика. Старик может жить в мире идеальных абстракций, читать часовые лекции о князе Владимире и бороться за рождаемость и традиционные ценности. При этом страна не портит ему настроение своими мелкими проблемами и вообще фактом своего существования. И все это обеспечивает только война. Дает возможность изолировать себя от скучной и проблемной реальности. Только во время войны Авдеевка становится достижением, а перестрелка в центре Москвы уже не твоя проблема. Какие-то кланы что-то делят, кого-то убивают, но это все мелкое. Я тут мир делю. Разговоры о переговорах, о каком-то перемирии, они ровесники войны. Причем разговоры эти всегда в состоянии вот-вот, мол, уже очень скоро начнут договариваться.
Скоро войне исполнится 1000 дней, и пока никакое событие реального мира не дает нам поводов думать, что Путин хочет мира в каком бы то ни было виде. Мы видим, что все наоборот. Война ведется любой ценой и только набирает обороты, а с расходом людей и ресурсов начальство не считается. Единственная причина, почему на фронте не воюет и не гибнет в 10 раз больше людей и не выстреливается в 100 раз больше снарядов, у Путина просто столько нет. Все, что есть, бросается на фронт. А все проблемы, в первую очередь экономические, находятся в скучном внешнем контуре реальной России. Как сводить концы с концами, пусть думают Силуанов и Набиуллина. Когда мы видим, как в этой публикации системы, такие вот проекты мирных договоров, мы понимаем, до какой степени фантазии о стремлении Путина к миру не имеют под собой вообще никаких оснований. Переговоры им ведутся с какой угодно целью, но явно не для того, чтобы обязательные к исполнению документы были подписаны Украиной. Это очень грустная новость с одной стороны. С другой, мы с вами не живем в виртуальном коконе Путина. Мы понимаем, насколько системе тяжело воевать. Мы все слышали и Набиуллину, и Чемезова, которые, в отличие от начальника, вовсе не считают, что ресурсы берутся из воздуха, а жить в режиме военного времени можно без конца. Чем более главный и единственный начальник оторван от реальности, тем сложнее системе себя сохранять. Когда самые высокие и близкие к телу чиновники синхронно говорят о стагфляции, они же не к нам обращаются с вами. Они пытаются докричаться наверх, добиться оттуда спасительного изменения политики. Но наверху идет совсем другая жизнь, увлекательная военная игрушка. Система, поставляющая ресурсы для войны, не может поставлять их бесконечно, особенно если центр принятия решений самоустранился от их принятия. Скорее с этим должны быть связаны наши надежды на мир, а не с мнимым стремлением к миру того, кто войну эту развязал. До завтра.